К сожалению, человеческий организм достаточно хрупок. По этой причине никто из нас не застрахован в результате неожиданного падения или удара получить такую неприятную травму кости, как перелом. Как вы уже, наверное, догадались, наш сегодняшний разговор будет посвящен основам оказания первой доврачебной помощи в случае перелома. Здравствуйте, мои хорошие! Давайте начнем разговор с того, что переломом принято называть повреждение кости с частичным или полным нарушением ее целостности. А в медицине выделяют два основных вида переломов – закрытые и открытые. Открытая форма считается более тяжелой, так как при таком виде перелома происходит еще и сопутствующее повреждение мягких тканей. Однако закрытый перелом может оказаться более коварным. В случае, если травма незначительна, например, в кости произошло образование трещины без смещения, пострадавший, скорее всего, ошибочно расценит появившиеся симптомы как симптомы обычного ушиба. Как же отличить перелом от ушиба? Если пострадавший недавно получил сильный удар тяжелым предметом, попал в автомобильную аварию или упал, уже стоит заподозрить у него наличие перелома. Основные признаки, которые укажут вам на наличие данной травмы, следующие: боль в области повреждения, отек, гематома, деформация травмированной части тела, ограничение в движении или полная обездвиженность, слышимость хруста в травмированной области, движение кости там, где нет сустава. Но стоит помнить, что при закрытых переломах могут наблюдаться не все из перечисленных симптомов. Поэтому для постановки правильного диагноза незамедлительно следует обратиться в ближайший травматологический пункт. Первая обязательная помощь пострадавшему при закрытом переломе направлена на исключение развития осложнений травмы и заключается в механическом обездвиживании поврежденной области. Достигается это путем наложения шины, подкладки из жестких и прямых материалов, укрепляющих повязку. В качестве источника материалов можно использовать такие подручные предметы, как фанеру, толстую палку, свернутый журнал, линейку, доску и тому подобное, с шириной от 60 до 120 мм. Существует несколько несложных правил, придерживаясь которых даже человек без специальной медицинской подготовки сможет правильно наложить шину. Ни в коем случае нельзя вправлять сломанные кости или вывихнутые суставы человеку, которому будет накладываться шина. Действия при закрытом переломе во время наложения шины должны быть очень осторожными. Для того, чтобы надежно обездвижить травмированную конечность, зафиксировать ее следует в двух соседних суставах, которые располагаются выше и ниже поврежденной кости. Дабы исключить вероятность возникновения пролежней и сдавления нервов и сосудов, под шину обязательно подкладывается мягкая подстилка. Особенно это касается областей с близким расположением костей к поверхности тела. Как правило, шина накладывается с обеих сторон травмированной конечности и фиксируется повязкой, которая должна быть в меру тугой, чтобы не нарушить кровообращение и не способствовать этим возникновению еще более сильного отека. В ходе наложения шины поврежденная конечность должна находиться в среднефизиологическом положении, так как именно оно снимает мышечное напряжение. Достичь этого легко. Для этого необходимо только немного согнуть крупные суставы под углом, не более 10 градусов. Если шина накладывается на плечо, то обязательно под мышку подкладывается легкая подкладка, предплечье сгибается под прямым углом поперек груди и помещается на перевязь, которую фиксируют на шее. Закрытый перелом костей сопровождается отеком, поэтому также желательно на некоторое время наложить холодный компресс. В домашних условиях это может быть мясо из морозильной камеры или лед, которые предварительно заворачивают в полотенце.
При сильной боли пострадавшему дают обезболивающие. При открытом переломе, помимо разрушения кости, происходит разрыв мягких тканей с образованием раны. По этой причине возможно обильное внешнее кровотечение, что и накладывает свой отпечаток на схему оказания помощи. В первую очередь необходимо остановить кровотечение, что достигается наложением жгута. Более подробно об остановке кровотечения вы можете узнать из одноименного выпуска, ссылка на который будет в описании под этим видео. А далее накладывается шина, как и при закрытом переломе. При подозрении на перелом позвоночника первое и главное правило – ни в коем случае не передвигать пострадавшего. Подобными действиями очень легко вызвать смещение позвонков, что часто приводит к непоправимым последствиям – разрыву спинного мозга. Дождитесь приезда бригады скорой помощи. Но в случае, если никак нельзя избежать данного действия, для переукладки пострадавшего нужно не менее 5 человек. Один располагается на уровне головы и шеи, второй – туловища, третий – бедер, четвертый – ног. Вместе они приподнимают пострадавшего, обращая внимание на то, чтобы не было прогиба в области спины и шеи. А пятый помощник должен подставить под пострадавшего жесткие носилки или щит. Носилки и разные импровизированные приспособления, имеющие мягкую основу, одеяло, плащи, в данном случае неприменимы из-за возможной деформации туловища. А где взять щит или носилки, если их нет поблизости? С этой целью отлично подойдет ближайшая деревянная дверь, снятая с петель. На импровизированные носилки следует подложить любую прокладку – матрац, одеяло, пальто, чтобы туловище пострадавшего не провисало. Если достать щит не представляется возможным, и вы имеете только матерчатые носилки, то пострадавшего следует уложить на них вниз лицом, на живот. Кроме правильной иммобилизации и грамотной транспортировки пострадавшего с переломом позвоночника, очень важно принять меры для уменьшения или снятия боли. Прием любых видов алкоголя с целью обезболивания вреден. Вино или водка усугубляют повреждения нервных стволов, неблагоприятно действуют на жизнеобеспечивающие структуры головного мозга, путают клиническую картину травмы. Более того, когда повреждение спинного мозга значительное и располагается близко к головному мозгу, то после приема даже небольших доз алкоголя пострадавший может погибнуть от дыхательной недостаточности. Если пострадавший в сознании, его нужно успокоить, предложив выпить 20 капель настойки валерианы, дать таблетку анальгина или амидопирина, димедрол. Необходимо по возможности предупредить о развитии сердечно-сосудистой недостаточности. Для этого рекомендуется дать больному сердечные средства – кардиамин, волокордин, карвалол. Пострадавший должен быть хорошо укрыт и предохранен от охлаждения. Нужно согреть ему ноги, если они не повреждены, обложив их теплыми грелками или бутылками с горячей водой, надежно закрытыми и обернутыми полотенцами. Горячий чай или кофе дают только тем пострадавшим, которые в состоянии их выпить и не имеют признаков повреждения внутренних органов живота. А в завершении выпуска хочется сказать, что только от быстрой и грамотной помощи находящихся рядом людей зависит не только будущее здоровье, но и во многих случаях жизнь пострадавшего. Берегите себя и близких, не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Здоровья вам!